Арсений понимал, как трудно будет вернуться к нормальной жизни после 5 лет заключения. Тогда у него было все: жена, сын, свой бизнес, автомастерская, которая приносила не очень большой, но стабильный доход. Рухнуло все и сразу, когда от рук 2 мерзавцев погибла супруга. Проплакав возле морга, он пошел разбираться. Разборка закончилась так же трагично и для тех мерзавцев. В результате 5 лет. Поезд приближался к его родной станции, и все сильнее думая о том, что его ждет здесь, на свободе. Вот и родной вокзал, на который прибыл ночной поезд. Деньги на такси были, и он направился домой. Набрал номер соседней квартиры на домофоне. «Кто?» — раздался сонный голос. «Тетя Зоя, это я, Арсений». «Ой, Господи, заходи, заходи». Забежав на свой 3-й этаж, соседка стояла возле его квартиры с ключами. «Здравствуйте, тетя Зоя». «Здравствуй, Арсений. Вот ключи от твоей квартиры. Я утром зайду, поговорим». Зашел в квартиру, включил свет. Что-то в квартире все по-другому. Одна комната закрыта на замок. Замка у нас не было, мелькнула мысль. Зашел на кухню. Здесь вроде ничего не изменилось. Зашел в другую комнату. Здесь все не так, как было раньше. Чужая постель, чей-то старый телевизор. В детской пусто. Тут обратил внимание на ключи, которые все еще держал в руке. Один был лишний. Подошел к запертой комнате. Ключ подошел. В этой комнате все их вещи стояли на местах, и все более-менее ценное с других комнат. А на стене большая фотография, где они вместе с Дашей, а на его руках их маленький сынок. После смерти жены сюда переехала теща. Она была единственным родным человеком их семьи. У самого Арсения родителей не было, а у Даши только мама. Сам он был под следствием, затем суд. Письмо от соседки тети Зои пришло через месяц. Не электронное, а обычное. Сотовые телефоны там, где он сидел, запрещены. Она написала, что его теща умерла, сердце не выдержало, а сына забрали из органов опеки. Слезы невольно подступили к глазам. «Где ты, сынок?» «Юра, познакомься». Воспитательница подвела его к женщине. «Это тетя Оля». Мальчишка с любопытством посмотрел на женщину и спросил. «Вы художница?» «Почему ты так решил?» Не поняла та. «Он у нас хорошо рисует и мечтает стать художником», пояснила воспитательница. «Я тоже умею рисовать», кивнула головой Ольга. «Вы хотите стать моей мамой?» Вдруг спросил мальчишка. «А ты хотел бы этого? У тебя и папа будет». «Нет», твердо ответил мальчишка, «за мной придет мой папа». Женщина растерянно посмотрела на воспитательницу, а та на мальчика улыбнулась. «Юра, опять ты все придумываешь». Юре было 7 лет, и он помнил, что когда-то давно у него были и мама, и папа, и бабушка. Потом мамы и папы почему-то не стало. Бабушка говорила, что мама улетела на небушко и никогда не придет, а папа обязательно вернется. Потом не стало и бабушки, она тоже улетела на небушко, а его привели сюда. Прошло 5 лет, и в голове у мальчишки все перепуталось. Он уже не помнил, как выглядели мама и бабушка, но он твердо верил, что папа обязательно придет. Соседка пришла утром, принесла домашних пирожков, по-хозяйски поставила чай. «Я в твою квартиру квартирантов пускала», одновременно стала рассказывать. «Твою тещу я похоронила на деньги, которые у вас в серванте нашла. Не знаю, ваши они были или ее. Сына твоего сразу
из органов опеки забрали. Больше я о нем ничего не слышала. Она поставила на стол кружки с чаем и тарелку с пирожками. Затем вытащила из кармана деньги. «Вот, тебе 100 тысяч на первое время. Откладывала с тех денег, что платили квартиранты. Надеюсь, ты на меня не в обиде». «Спасибо тебе, тетя Зоя. Садись, чай пить». Первым делом Арсений пошел в полицию, встал на учет. Ему прочитали лекцию, объяснили, что он должен сделать в ближайшее время. Затем отправился в органы опеки. Там обещали приготовить справку о нахождении его сына в течение 3 суток, предупредив, что если ребенка взяли в приемную семью, то со справкой возникнут определенные трудности, и срок ее получения может быть увеличен до 15 суток. Внимательно посмотрев на ждущие глаза сотрудницы, спросил напрямую: «Как бы этот процесс ускорить? Вам только справку или разрешение на посещение своего сына тоже нужно?» «Да». Договорились, что справка и разрешение будут готовы после обеда. Далее направился в свою автомастерскую, мало надеясь, что она существует. Свой бизнес он оставил на своего помощника Евгения, умного парня, но который тогда работал у него всего 3 месяца. Мастерская существовала и даже работала. Вот только все сотрудники были незнакомы, и появились новые постройки и оборудование. Подошел к одному из слесарей. «Кто у вас начальник?» «Женька». «А где его найти?» «Там, в кабинете», и указал на какую-то будку. Зашел в указанную будку. За столом сидел парень. Да какой он парень! Они с ним ровесники. Тот поднял глаза, улыбнулся. В этой улыбке не было разочарования, скорее радость. Встал из-за стола. «Арсений?» «Привет, Женя!» «Привет! Рад, что ты вернулся!» «Как наши дела?» — спросил Арсений с надеждой в голосе. «Я ведь тебе тогда и объяснить толком ничего не успел, только доверенность написал». «Я тоже тогда удивлен был. Мы с тобой всего 3 месяца как познакомились, и вдруг, на, управляй». Гордо улыбнулся. «Все нормально. Прибыль, как ты и сказал, пополам делил. 5 с копейками твои». «Чего 5 с копейками?» «Рублей, в смысле миллионов». «Ты это серьезно?» Такого Арсений не ожидал. «Конечно, серьезно». Открыл сейф, достал 2 пачки 5000-ных купюр. «Вот, 1 000 000, остальные переведу». «Спасибо, Женя». «Арсений, а что дальше?» «Мы с тобой равноправные партнеры». И протянул руку, по которой его друг радостно ударил. «Женя, только ты пока один продолжай крутиться. Мне надо все уладить». «Конечно. О чем разговор?» «А уладить надо многое. Даже не уладить, а начать жизнь по-новому». Направился в органы опеки. Справка и разрешение были уже готовы. «Я вам выписала на завтрашний день». Сотрудница подала нужные бумаги. «Сегодня уже поздно. Завтра сможете увидеть своего сына. Подходите лучше ближе к обеду. Сотрудников детского дома мы предупредим». Словно тяжесть спала с плеч Арсения. Юра жив-здоров, и завтра он его увидит. Но вместе с этим появились и чувства страха, ведь они расстались, когда сыну было 2 года, а сейчас уже 7. Разве он вспомнит? Сегодня он поехал еще в одно место, на кладбище. Могилка супруги была заросшая, с покосившимся крестом. Рядом такая же заброшенная могилка тещи. «Здравствуй, Даша. Вот я и вернулся. Где наш Юрка, узнал. Завтра пойду к нему, заберу его к себе». Долго он разговаривал со своей супругой, затем зашел в мастерскую возле кладбища
и заказал красивое надгробие для супруги и тещи. Арсений чувствовал, как постепенно к нему словно жизнь возвращалась. В подготовительной группе детского дома урок рисования. Учительница задала нарисовать рисунок на свободную тему. Она ходила между столами, кому подсказывала, кому помогала, но интересовал ее лишь один мальчик, которого звали Юра. Ему ничего не надо подсказывать и объяснять. Он рисует лучше ее самой. И сейчас он рисовал папу. Анастасия сама была воспитанницей этого детского дома и когда-то сама рисовала маму. Они были разные, похожие на кого-то из персонала или других женщин, появляющихся у них. Но никто из них так и не стал ее мамой. После окончания художественного колледжа она стала работать учителем рисования в родном детском доме. Сейчас, проходя между столов, она невольно бросала взгляд на рисунок Юры. Он часто рисовал портрет своего папы. Настя знала, что у мальчика погибла мама, умерла бабушка, а папа в колонии. Она не могла поверить, что тот запомнил лицо своего отца, ведь мальчику, когда он появился здесь, было всего 2 года. Но с каждым разом портрет его папы словно оживал. Она знала, несмотря на то, что его отец сидит, мальчика несколько раз пытались взять в приемную семью, но эти попытки всегда заканчивались неудачей. Последняя такая попытка была вчера. Когда занятия окончились, Анастасия оставила у себя своего маленького художника, остальных отправила в их группу. «Юра, это твой папа?» Указала она на рисунок. «Да. А ты помнишь, какой он?» «Не знаю». Мальчик пожал плечами. «Маму и бабушку я не помню. Мне все время говорили, что они улетели на небушко. Но сейчас знаю, что они умерли и никогда не вернутся. А папа вернется. Поэтому у меня в памяти всегда всплывает его лицо. Но только неясно, как в тумане. Я знаю, он вернется очень скоро». И столько уверенности было в его словах, словно он чувствовал это. А может, так оно и было. «Анастасия Николаевна!» В студию заглянула воспитательница. «Юра, у тебя?» «Да». К нему пришли. Она повернулась и произнесла: «Заходите». Зашел мужчина. Его взгляд замер на мальчишке. На глазах показались слезы. Юра взглянул на него, и туман, закрывающий образ отца в его воображении, сразу рассеялся. «Папа!» И бросился в его объятия. До вечера Анастасия не могла прийти в себя. Перед глазами стояла встреча его любимого ученика с отцом. Похоже, Юра уйдет от нас, станет жить в нормальной семье, пойдет в обычную школу. Странно это как-то. Обычно мы все ждали маму, а он – отца. И ведь дождался. Самое удивительное – его рисунки похожи на этого мужчину. Неужели у Юры такая зрительная память? Ведь ему тогда всего 2 года было. Жалко с ним расставаться, но пусть он будет счастлив. «Анастасия Николаевна!» К ней в комнату забежала воспитательница. «Твой Юра плачет, не хочет с папой расставаться. Похоже, и отец сейчас заплачет. Идем, выручай». «Как отца зовут?» – спросила она на ходу. «Арсений Андреевич». «Юра, Юра!» – бросилась к нему любимая учительница, обняла. «Успокойся. Папа, не уходи. Папа сейчас не может тебя взять с собой. Ему надо взять разрешение, ведь ты живешь здесь. Папа возьмет это разрешение, и ты уйдешь с ним». Подняла голову. «Правда ведь, Арсений Андреевич?» «Конечно, сынок, я оформлю все документы и сразу тебя возьму, а ты пока побудешь...»
с Анастасией Николаевной», — шепнула воспитательница. «С Анастасией Николаевной. Папа, ты правда придешь? А мы сейчас запишем папин номер телефона и будем ему звонить», — предложила Настя. Мужчина тут же выхватил телефон и продиктовал номер. «Все, сейчас мы помашем папе рукой в окно, а потом позвоним. Пошли». Они долго махали друг другу, затем позвонили. Папа приходил каждый день, а на выходные забирал Юру домой. Арсений собирал документы. Правда, бюрократизм, как всегда, был на высоте. Проверяли все, и условия проживания, и где он собирается работать. К тому же еще судимость и семья неполная. Вот уж и август на дворе. Сына в школу надо готовить. С Женькой решили бизнес расширять, коль свободные деньги появились. В эти выходные решили Юре все к школе купить. На следующей неделе будет все готово, и сын навсегда вернется в родной дом. Пришел отец, чтобы взять сына на выходные, и тут к ним Анастасия подходит. «Арсений Андреевич, вот список, что Юре надо к школе». «Вот спасибо», — обрадовался тот. «Я, честно говоря, представления не имел, что и где брать». «Папа, а давай Анастасию Николаевну возьмем завтра с собой, а то забудем что-нибудь», — неожиданно предложил Юра. «Сын, что ты говоришь? У Анастасии Николаевны, наверное, свои проблемы». «Особых нет», — пожала та плечами. «Настя, тогда идемте завтра с нами». Я не знаю, но в глазах замелькали искорки радости. «Вы где живете? Мы с Юрой за вами заедем». «Я здесь и живу». Девушка виновато опустила голову. «Значит, сюда и заедем». Арсений сделал вид, что не понял причину ее смущения. А они оба не заметили хитрой улыбки на лице Юры. Взрослые даже подумать не могли, какие планы строятся в голове этого 7-летнего мальчишки. Вот и все закончилось. Отец с сыном пошли в детский дом забрать документы и вещи Юрия. Он попрощался с друзьями, раздал им купленные сладости, попрощался с воспитателями и нянечками. После этого пошли в студию. «Анастасия Николаевна, теперь я навсегда ухожу домой». «Юрка, как же я без тебя буду?» На глазах учительницы показались слезы. И тут мальчишка выдал: «Папа, а давай возьмем Анастасию Николаевну с собой навсегда, вместе жить будем». Взрослые вздрогнули, встретились друг с другом взглядами. За эти секунды перед глазами пронеслись их прошлые жизни и... «Юра, что ты говоришь?» Первой опомнилась Анастасия. Арсений ничего не сказал, так и расстались. На ее телефоне заиграла мелодия, глянула на дисплей, и лицо засветилось радостью. «Здравствуй, Настя!» «Здравствуйте, Арсений Андреевич!» В этом году 1 сентября на воскресенье выпадет. Мы с Юрой решили отметить этот праздник в узком кругу. Вас приглашаем. Как весело отметили этот праздник. Весь день гуляли, затем приготовили праздничный обед в их квартире. Вечером даже расходиться не хотелось. Но Настя посмотрела на часы и встала. Вскочил и Арсений. Они стояли, глядя в глаза друг другу, не решаясь сказать самого главного. Обоим в душе хотелось любви, семейного счастья. Но как трудно сделать этот первый шаг, первое движение. Подошел Юра, взял за руки отца и свою любимую учительницу и соединил их ладони и сердца. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.